Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайшего времени. Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. При этом, конечно, мы будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, надеюсь, подсказки как раз какие-то будут. И я, в свою очередь, хочу вас пригласить как и на свой сайт, так и посмотреть другие видео. Я оставлю разные ссылки, как и на сайт, на статьи. У меня есть статьи по психологии, кому это будет интересно. Также и на плейлисты к видео. А мы идем с вами дальше. И давайте в пределах недели узнаем, в каких энергиях видят эту неделю для вашего знака зодиака карты Таро. И если мы говорим события ближайшего времени, что для вас будет важно или что важно знать? Первая карта. Итак, что важно знать? Неожиданности или, назовите, чего не избежать, с чем или с кем мы можем столкнуться, решая те или иные вопросы, что для нас может быть неожиданностью, чему сейчас не время или что вам может помешать. И напротив, что же вам будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес мы смотрим энергии. Финансы, энергия денег на неделю. И личная жизнь. И достанем еще одну карту. Карта «Совет». Что же для вас будет в приоритете, что будет важно? Немножко побудьте, мои дорогие овны, кошкой, которая гуляет сама по себе, карта отшельника. Здесь нам не говорят, что мы вокруг себя какую-то общественность собираем или выходим на авансцену. Но, видимо, необходимо вот эта неделя или это время, чтобы вы на чем-то сконцентрировались. Причем на своем. Ведь всегда по отшельнику это философ. Тот, который идет своей дорогой. И даже если где-то с ним не согласны, это не значит, что он что-то будет менять. Но он ни с кем не спорит. Да, это карта отчасти, карта одиночки. Я имею в виду не одинокого человека, а именно тот, который где-то на своей волне. И, видимо, есть какая-то задумка, план, мечта, цель или какое-то еще направление, которое лично для вас, мои дорогие овны, оно очень важно. Вам нужно попросту что-то обдумать, что-то для себя решить. И причем не в торопях. Может быть, не, где-то и не наскоком, а учитывая какие-то разные детали, потому что отшельник, он что-то обдумывает. Я люблю эту карту за то, что никто не мешает, поэтому вам никто не будет мешать. Видимо, это тоже немаловажно. Давайте посмотрим, чего не избежать. Может быть, есть какая-то история, когда, и не случайно, кстати, у нас приближается время к осени, к сентябрю, и у нас с первых чисел сентября начинается большая ретроградность, поэтому пространство и время нам может вернуть какую-то ситуацию, которую мы должны либо переосмыслить, либо это может быть что-то более конкретное. Пересоставить или перезаключить какие-то договоры, внести какие-то коррективы, может быть, соглашения, какие-то важные бумаги. Есть как будто тема у вас, что нужно обдумать. И девятка мечей, по сути, это то, чего нет. У нас девушка закрыла глаза. И в неожиданностях, хотя вашему знаку зодиака это совершенно не свойственно, но есть какое-то глубокое самокопание, когда вы начнете в себе сомневаться, или карта внутренних страхов. У кого-то конкретно я не сплю по ночам. Физиологически девятка мечей – это карта бессонницы, инсомнии. И поэтому карта говорит, если ты ночью не спишь, твоя голова не будет работать. Это правда, это физиологически. Мы менее концентрированы, мы не способны мыслить рационально, мы все равно где-то допускаем ошибки. Поэтому отдых для вас, мои дорогие овны, будет очень важен. И если мы говорим конкретно о бессоннице, если уже действительно этот недуг вам знаком, и это длится длительное время, то есть смысл обратиться к специалисту. Если же это именно из-за какой-то ситуации, временное состояние, тогда помогите себе сами, может быть, прогулки перед сном, уж точно не смотреть, наверное, новости или что-то
то, что нас заставляет, активизирует как-то работу мозга. Будьте милосердны сами к себе, мои дорогие овны. Две карты нам, собственно, говорят об этом. Тебе сейчас, овен, никто ничто не мешает. Но и ты сам себе тоже не мешай. Не заставляй себя какую-то ситуацию, возможно, анализировать снова и снова. Ведь еще называют девятку мечей карта ночного кошмара, когда вот именно нам что-то приснилось. И карта и говорит: открой глаза. Реальность, она как в каком-то другом ключе. То есть могут брать эмоции вверх. Вот о чем нам хочет сказать карта. Поэтому отдыхайте. Здоровый сон – это значит где-то и наше здоровье в целом. Это и значит, что мы правильно оцениваем ситуацию. Чему сейчас не время? Не время искать, может быть, какой-то сложный выход или выбор. Или не время буквально собой рисковать. Обратите внимание, девушка у нас идет между двух обрывов по тоненькой жердочке. Да, она что-то изучает. Может быть, и не время, знаете, как углубиться в изучение какого-то вопроса, и там, ну, неизвестно до чего докопаться, так ведь тоже в нашей жизни бывает. И когда много каких-то неопределенностей, или, мои дорогие овны, не время слушать где-то советы. Карта сама говорит, есть какая-то реальность. Все-таки паж мечей – это большой реалист. И нам говорят, истина, она где-то рядом. Значит, если мы более так сконцентрированы с одной стороны, и самое главное, беспристрастно, опять же, мечи, то есть никаких эмоций, подойдем к решению любого вопроса, то мы все расставим по местам намного быстрее. Знание и сила нам говорят об этом. Но если мы в контексте, чему сейчас не время, все-таки не время собой рисковать. Или не время с кем-то выяснять отношения. Вот я бы сказала еще вот такой момент. Что же вам будет помогать? У вас карта мага. Мне нечего добавить. Это вас словно пространство, вселенная, назовите как угодно, учит быть в других энергиях. Правда, другого нет. И все предыдущие карты, они где-то холодные. Вот уже паж мечей, более какая-то теплая карта. Но все-таки нам говорят о том, что не смотри вниз. Не сам себя где-то не останавливай, может быть, в своих желаниях. И это не значит, что мы с места в карьер бросаемся выполнять желания. Нет, нам нужно что-то продумать или что-либо изучить, прежде чем мы к чему-то либо приступим, либо на что-то решимся. Маг. Никаких эмоций, никакого самокомпания. Причем эмоции, как и со знаком плюс, если мы говорим восторг, воодушевление. Казалось бы, прекрасная эмоция. Но ведь тоже, согласитесь, даже от какой-то чрезмерной иногда радости, несмотря на все положительные моменты, мы становимся менее прозорливы. Вот маг себе этого не позволяет. И с другой стороны, если мы начинаем какую-то глубокую философию на мелком месте, то мы опять же ничего не видим. Понимаете? Вот есть какая-то как ситуация. Есть, может быть, опыт ваш по определенному делу, по определенной теме или конкретно по ситуации. Может быть, это то, что уже произошло. И карты нам говорят, так ты иди по ситуации. Ты где-то не пропускай через свою душу. Вот я бы сказала даже так. Будь более беспристрастен. И тогда вот эти холодные энергии, мои дорогие овны, нет для вас ничего невозможного. Себя перенастроить немножко на другой лад. По крайней мере, в разрезе этой недели. С 26 августа по 1 сентября. Как раз в преддверии большой ретроградности. Что скрыто? Если мы говорим о карте мага, посмотрите, у вас Верховная Жрица и карта мага. Это два персонажа, которые знают все. И карта Верховной Жрицы – это еще и карта интуиции. Где-то об интуиции нам говорят и по карте мага. Учись слушать себя. Это тебе тоже помогает. Учись просчитывать на пару шагов вперед какие-то
отношения, или отношения пусть по работе, пусть это будет по финансам, ведь это старший аркан, нет конкретики. И я допускаю, у кого-то это может быть какая-то личная история, а у кого-то патовая ситуация с деньгами. Все же мы все абсолютно разные. Поэтому какую-то стратегию, тактику, совершенно новую вам нужно разработать. И если мы спрашиваем, что скрыто, да, по верховной жрице вы можете столкнуться с людьми, которые тоже могут пытаться вами манипулировать или иметь какой-то интерес, что-то скрывать. Но все же карта нам о чем говорит, что скрыто. Это вы должны быть не открытой книгой, мои дорогие овны, для окружающих, а это вы должны быть проницательны и совершенно непроницаемы. Нам две карты как раз об этом. Когда вы о себе мало рассказываете. И даже если кто-то у вас начинает выпытывать, задавать какие-то наводящие вопросы. У нас паш мечей выпал в позиции, чему сейчас не время, что может помешать. И я сказала, ну, не рискуйте собой. Так вот, когда мы о себе что-то рассказываем сверх того, то мы в некотором смысле тоже рискуем. Не давайте людям о себе информации больше, чем следует, и вам это будет тоже помогать. Дела, работа, бизнес. У кого-то может быть, кстати, тройка пентаклей, прекрасная карта, это своего рода сдача экзамена. Может быть и жизненный экзамен, когда меняются как жизненные этапы. И осеннее время отчасти может как раз об этом и говорить. По этой карте кто-то конкретно сдает экзамен, может быть, закончились курсы или какой-то процесс обучения. По этой карте то, что мы делаем в последующем или даже приобретаем, к примеру, знания. Мы это можем преувеличить в виде как эквивалента по деньгам. Поэтому, если мы говорим о деньгах, какая-то ситуация или по работе, или пусть это какие-то ваши ложные страхи, если вы, допустим, недавно приступили к новой должности, или оказались в новом коллективе, или на новом месте работы, среди новой какой-то общности людей. Смелее, но в то же время себя берегите. Поэтому совершенно необходима на этой неделе какая-то осмотрительность. Но по тройке пентаклей это есть какой-то задел на будущее именно по финансам. Какая-то может произойти как оказия или удобный какой-то момент. С одной стороны, это ваши приложенные усилия, но все же и переходный, если мы говорим момент сдачи экзамена, пусть даже жизненного, он на этой неделе будет присутствовать. Поэтому нельзя быть небрежным на этой неделе, нельзя чего-то вам упустить. Нам показаны трое, которые, ну, словно плетут светофор, и буквально еще пару стежков, и уже будет зеленый свет, уже что-то будет готово. Поэтому эта неделя, преддверие, может быть, каких-то ваших последующих побед, свершений. Но вам нужно, словно, знаете, как какие-то для людей своеобразные барьеры невидимые поставить. Или быть более продуманным, что ли. Ведь ваш знак зодиака часто связывают с импульсом. Хотя вы знак объединяет, но вы все разные, безусловно, потому что 3 декады в любом знаке зодиака, и мы как раз и отличаемся где-то друг от друга. Поэтому кто-то может чувствовать как раз по 9 мечей, которые вверху, сомнение, что у меня не получится какое-то дело, или у меня не получится что-то осуществить. Поэтому не мешайте, повторяюсь, сами себе. У вас как раз на пороге какие-то новые возможности, которые еще и пространство вам помогает, наверное, наделяя вот такой силой. Но действовать нельзя, как прежде. Здесь какая-то новая организация в вашей жизни требуется. Что же деньги? И действительно, у кого-то может быть по финансам какая-то грусть, тоска. 4 чаш не самая веселая карта, но нам как будто рука подает полный кубок. И поэтому, если, допустим, вам нужны какие-то совершить платежи, то вы найдете того человека или какие-то возможности для того, чтобы, ну, буквально, может быть, перезанять какую-то сумму, совершить платеж. И дальше вы тоже разберетесь. Не будет все равно какого-то финансового минуса. И вообще, мои дорогие овны, из любой ситуации вы можете выкрутиться, даже и сам, я не побоюсь этого слова, именно выкрутиться, потому что карта мага. Он всегда проманипулирует. И причем незаметно люди будут думать так,
что это они сами приняли такое решение, ведь это маг, это аккуратно где-то исподволь. Это энергии, ну, как мы воздействуем словно из-за кулис на тех, которые находятся на авансцене. Правда. То есть пусть вы сами где-то словно в тени, но то, что вы делаете или то, что вы транслируете, оно имеет какое-то продолжение. Серый кардинал, одним словом, мои дорогие, вот на этой неделе вам буквально все, мы уже достали с вами 7 карт, и они продолжают все то, с чего мы начали наш расклад. Поэтому четверка чаш нам о чем говорит? Ведь эта карта, ну, с одной стороны, это где-то усталость, которая может помешать. И тогда девятка мечей говорит «отдыхай». С другой стороны, это карта апатии, поэтому здесь эмоции не нужны. Они действительно мешают. Как и со знаком плюс, так и где-то со знаком минус. Может быть, жизнь не бывает похожа на праздник все время. Увы, но дай бог, конечно, чтобы это произошло. Но какую сферу не возьми. Если мы про бизнес, да, праздники бывают, но выходных, к примеру, нет. Или не бывает той ситуации, когда расслабился и можешь ничего не делать. Обязательно все пойдет в кривь и в кость. Вот, видимо, у вас такая неделя, когда вам нужно все контролировать. И себя, и ваши дела, и ваши финансы. Личная жизнь. Королева жезлов. И это ваша энергетика. Это та, которая прошла сложный путь проб и ошибок, которая сделала уже выводы, которая, кстати, умеет хранить молчание, которая очень притягательна. И вы, мои дорогие овны, притягательны. Вы люди, обладающие определенным магнетизмом. В вас чувствуется сила, в вас чувствуется то, что вы надеетесь сами на себя. Какая-то харизма, и, безусловно, королева жезлов нам передает эту энергию. И всегда хочется напитаться энергией этого человека, быть с ним рядом. Поэтому кому-то действительно может быть очень любопытно узнать побольше о вас, о вашей жизни. Хотя нам карта говорит, умей их, опять же, хранить молчание. По этой карте мы правильно распоряжаемся финансами и правильно работаем с большим объемом информации. Мы никому ничего не обещаем. Мы умеем хранить, кстати, и чужие тайны. И с чем бы вы тут ни столкнулись, будьте осторожны и внимательны. Если мы говорим, пусть вам выпало на личную жизнь, не совсем тут про любовь. Это карта сильного человека, который, несмотря на какие-то превратности судьбы, каждый раз поднимается с колен. Но уже именно в позиции, когда выпадает эта карта, это уже когда прежний какой-то минусовый опыт мы не должны повторить. И может быть какая-то ситуация по личной жизни. Может быть вопрос стоит о примирении. И я должна сказать, мои дорогие овны, осень. Мы действительно можем, если нам нужно, если мы хотим, если вы чувствуете, что человек, с кем произошла ссора, для вас важен, и он где-то тоже настроен на примирение или как минимум на диалог, не монолог, тогда вы можете совершить глубокие разговоры и найти взаимопонимание. Вам пространство и время даст достаточно возможностей, чтобы это осуществить. Но, безусловно, вот может быть и необходимо быть каким-то магом, или для того, чтобы решить какие-то вопросы или составить какие-то важные документы. У кого-то это, к примеру, может касаться как вопросы семьи и переезда. Ведь жезлы, дела, работа, бизнес и деньги все же, как ни крути, жезловая энергия. Но у кого-то это могут быть все те вопросы, как и по деньгам, и по документам, которые касаются личной какой-то истории любовной. И здесь перекладывайте каждый сам на себя. Давайте посмотрим, что же в карте совет «Береги себя», вот конкретно говорит карта. Иногда карта Луна, это нигде не прописано, но это я вам могу сказать, потому что не всегда то, что прописано, оно с точкой совпадает. Есть те значения, которые, ну, наверное, приходят от жизни, когда ты наблюдаешь какое-то энное количество времени, как срабатывают карты. Так вот, я должна сказать, есть выражение «меня несет толпа», и я знаю, меня смотрят люди из разных стран. Вот вам нельзя находиться в толпе с учетом карты мага. То есть, если толпа несет в одну сторону, мы собой не управляем. А маг, он должен руководить своей жизнью, и буквально своим телом он должен распоряжаться. Поэтому
Если толпа в одну сторону, вам в противоположную. С другой стороны, по карте Луна мы можем оступиться. Поэтому где-то будьте внимательны. Где вы, в каком месте, куда вы буквально шагаете. Ну, нивелируйте какие-то возможности. И ведь нам предыдущие карты тоже об этом говорили. Опасности именно. Или какого-то собственного риска. Потому что карта нам о чем говорит в совете? Выглянет солнце, и все встанет на свои места. Но эта неделя, она пока непонятная. Есть очертания, есть какие-то облики, есть предположения, но конкретики пока нет. Опереться не на что. И для тебя будет очень важно, как и место твоего пребывания, словно это как наша цитадель, крепость, где мы можем как в дом прийти, несмотря на то, что я почему-то говорю, потому что у кого-то это его личный дом, а кто-то из вас может оказаться в том месте, которое временное, вот какое-то пристанище. Но это должно быть то место, которое надежно, где вы можете привести мысли и силы в порядок, мои дорогие овны. Поэтому дважды не рискуйте собой. И если нужно как будто уединиться или идти каким-то своим путем, не бойтесь этого, потому что как самосохранение у вас сейчас, ну, задача номер 1 на этой неделе. И по карте мага возможности у вас такие будут. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.